В массе вещей, которые мы ежедневно получаем, попался вот такой старинный портфель. Давайте вместе с вами узнаем, что же он скрывает. Старые ноты, и в них вот такие открытки. Это памятные открытки о христианских таинствах, в основном память о первом причастии, датированные с 30-х по конец 40-х годов прошлого столетия, хотя попадаются экземпляры конца 19 века. Вот, например, карточка, датированная 25 июня 1887 года. В память о первом причастии Филиппа де Паниагуа, дневная школа Святого Жозефа, 25 июня 1887 года. Или вот другая, в память о моем первом причастии в церкви Святого Мартина Сон-дю-Шато, 5 мая 1930 года, Марис Буэзен. Остальные карточки в подобном же стиле. Еще несколько старых нот. Ноты для занятия сольфеджио за несколько классов, датированные 20-ми годами прошлого века, 26, 27, 28 годы. Дорожные карты Мишлен. Масштаб в 1 сантиметре 2 километра. Первая карта Люшон Перпиньян 1964 года. Вторая карта Марсель Ментона 1964 года. Третья карта по Тулуза 1961 года. Четвертая карта Леон Женева 1961 года. Все карты в достаточно хорошем состоянии. Вот такая интересная деревянная коробка для игральных карт Сьюз Аперитив. Думаю, примерно 60-е и 70-е годы прошлого века. Возможно, ошибаюсь, поправьте в комментариях. Вот такая маленькая книжечка с золотистыми застежками. Пелиньоны братья Марке, маленький римский прихожанин. Датированная город Дижон, 1867 год. Здесь мы можем видеть календарь христианских праздников с 1883 по 1894 год, включая Пасху, Вознесение Господня, Пятидесятницу и прочее. Книжка в идеальном состоянии, торцы страниц книжки позолоченные. Вот такая винтажная латунная ложка для обуви. Кошелечек для монет. Внутри видим 2 монетки. Первая это 10 франков 1951 года. Вторая более современная, это 10 сантимов 1997 года. Кроме 2 монеток в кошелечке больше ничего нет. Вот такие сувенирные открытки Шлосс Людвигсбург. Людвигсбургский замок, цветущая барокко. Все открытки черно-белые. К сожалению, дат нигде не указано. На обороте надпись «Подарки Валерия, Людвигсбург, Крихштрассе 4». Могу предположить, что это 30-е и 40-е годы прошлого столетия. Кто знает больше, подскажите в комментариях. Вот такой винтажный компас в бакелитовом корпусе. Какие годы, к сожалению, не знаю. Напишите в комментариях, кто знает. Две коробки спичек. Первая коробка Бернские Альпы, изготовлены в Испании, Фосфорера Испаньола. И вторые такие, похожи на спички из отеля с какой-то рекламой. Вот такой флакончик старинных духов. К сожалению, надписей никаких не видно. Запах какой-то есть.
Вот такой интересный зажим на пружине. Предполагаю, что это зажим для бумаг или писем. Кто знает, напишите в комментариях. Дальше в портфеле мы видим пачку открыток и пачку писем. Вернее, это почтовые конверты, которые были отправлены авиапочтой. Открытки отправлены разными людьми из разных стран мира на адрес одного и того же человека, проживающего в Париже. Открытки отправлены из разных городов Франции, но также из других стран, например, Чехословакии, Испании, Германии, Хорватии и других стран. Все открытки датированы с начала 60-х по середину 70-х годов. Далее мы видим коллекцию почтовых конвертов, отправленных авиапочтой. Судя по всему, это переписка мужа и жены. Муж работал за границей в разных странах или путешествовал, и поэтому письма отправлены из разных стран во Францию его жене, и жена пишет ему из Франции в разные страны. Здесь мы видим письма, отправленные из Гонконга, Японии, Италии, Вьетнама и Индии, а также Камбоджи, Йемена, Египта, Цейлона, Алжира, Таиланда, Сенегала и Сингапура. Все письма в основном датированы началом 60-х годов прошлого века, 61-м, 62-м, 63-м годом. Например, это письмо отправлено из Цейлона во Францию, а это из Вьетнама. И еще среди писем был вот такой чистый неподписанный конверт. И внутри этого конверта я обнаружил 4 вот таких банкноты. Первая была купюра 1955 года, Таиланд, номинал 10 бат, на которой изображен король Рама IX. Далее я обнаружил очень редкую, достаточно дорогую банкноту номиналом 10 франков. Это купюра французских Антильских островов 1964 года. Это французская Вест-Индия в идеальном состоянии УНЦ. Состояние у этой купюры просто идеальное, не имеет никаких следов обращения, поэтому стоит она очень дорого. И еще там было 2 купюры номиналом 10 бат, тоже Таиланд, период примерно с 1969 по 1979 годы. По всей видимости, этот человек привез эти купюры в память о своих многочисленных путешествиях. Больше в портфеле ничего не оказалось, но тем не менее, благодаря этому портфелю мы с вами смогли прикоснуться к частичке жизни других людей. Я не знаю, живы ли они сейчас, что с ними произошло дальше, но эти вещи смогли донести до нас частичку их жизни, частичку их истории. Если вам понравилась эта история, подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. Я буду стараться делать и впредь для вас интересные видео. Все, до новых встреч, всего доброго, всем пока.